Друзья, мы уже немного рассказывали про черноногую кошку. Эта африканская красавица претендует на второе место по своей мелкоте в Африке. Обладательница же короны в области красоты, грации и маленькости – это ее азиатская соперница и наша сегодняшняя гостья. Ржавая кошка или же пятнисто-рыжая кошка относится к азиатскому типу кошачьих и является ближайшей родственницей бенгальской кошки. Это самая маленькая дикая кошечка среди остальных представителей. Ржавую кошку очень сложно встретить в природе, так как она является очень редкой, поэтому информации об этой очаровательной хищнице очень мало. По некоторым данным, открытие вида произошло в 1831 году. Этот маленький хищник долго прятался в густых лесах и зарослях кустарников, оставаясь практически незаметным для людей и ученых. И уже позже ее загадочный образ жизни и редкость сделали ее объектом особого интереса в зоологии и экологии. Обитает эта хищница на двух различных территориях. В южных и восточных областях Индии это индийский вид ржавой кошки. Там она селится на открытых засушливых территориях, скалистых участках и непроходимых кустарниковых зарослях. И на Шри-Ланке, и острове Цейлон. Это цейлонский вид ржавой кошечки. Там она прячется в тропических влажных и сухих листопадных лесах, в горных и низменных тропических джунглях, а также на густо поросших кустарником лугах. Потрясающая красотка размером с ладошку вовсе не потерявшийся милый котенок, а взрослая опасная кошка, самый грозный хищник джунглей. Шутка, не самый, зато самый очаровательный. Размер самой маленькой кошечки на планете Земля всего-навсего около полуметра с хвостом, а точнее длина туловища кошки от 35 до 40 сантиметров. Вес взрослой особи от 1 до 1,5 килограммов. Хвост не очень длинный, около 20 сантиметров. Глаза большие, янтарные или золотисто-зеленые, что придает хищный и немного совиный взгляд, особенно в темноте. У ржавой кошки удивительно большое соотношение размеров глаз к черепу. Это позволяет ей охотиться даже при минимальном освещении. Такая кошечка легко помещается на ладошке, но ее врагам и добыче не поздоровится. Несмотря на малый размер, ржавая кошечка способна быть агрессивной и бесстрашной. Шерсть у ржавой кошки короткая и мягкая. Основной окрас серый, коричневатый или цвета охры. Рыжевато-ржавые пятна на спине и боках. Вдоль позвоночника темные и нечеткие продольные полоски. На животике и груди окрас более светлый или даже белый, с большими темными пятнами. Ступни лап темно-серые или же черные. На толстом хвосте рисунок в виде черных колец. Окрас ржавой кошки дает возможность хорошо прятаться среди окружающего ее ландшафта. При любой опасности кошка быстро запрыгивает на дерево и прячется в густой кроне. Увидев врага, предпочитает быстрее скрыться. Кстати, их окрас способен менять оттенок в зависимости от сезона и возраста, что помогает еще лучше маскироваться в разных условиях окружающей. Питается она ящерицами, мышами, лягушками и насекомыми. Ржавая кошка прекрасно маскируется в зарослях, умеет подкрадываться совершенно бесшумно и прокладывать себе путь в опасных джунглях. Она не боится воды и может быстро переплыть мелкие водоемы. По характеру ржавая кошка очень осторожна, чрезвычайно скрытная и независимая. Со своими соплеменниками общается исключительно по любви. В остальное время кошка ревностно охраняет свою территорию и метит границы. Все чужаки на ее территории незамедлительно изгоняются. Поскольку она совершенно не нуждается в общении, то образует временную пару только для интимных шалостей. После того, как она спровадила ухажера, она подыскивает подходящее место в скалах, в небольших пещерах или трещинах, полых бревнах или в дуплах деревьев и заботливо обустраивает логово, выстилая его веточками и сухой травой. Интересен тот факт, что эти кошки не очень распространены еще из-за особенностей размножения. Эти малышки не могут родить больше 3 котят и в большинстве случаев рожают только одного. Продолжительность жизни в дикой природе этих маленьких диких кошечек установить пока не удалось, так как о них мало известно. В искусственных условиях неволи пятнисто-рыжие кошки живут около 10-12 лет, иногда даже до 15.
Естественными врагами являются люди, бродячие собаки и более крупные хищники. Местные жители ставят ловушки и истребляют кошек, которые покушаются на домашнюю птицу. Маленьких кошачьих содержат в неволе, они очень легко одомашниваются. Кошки хорошо приручаются, проявляя дружелюбный и ласковый нрав. Питомцы сильно привязываются к своему хозяину. Местное население Индии иногда держит этих кошек в качестве домашних любимцев. Содержит их и в зоопарках, но численность их крайне мала. В настоящее время, по оценке ученых, численность этого вида не превышает 10 тысяч особей и неуклонно снижается. Это происходит из-за вырубки лесных массивов и уничтожения среды естественного многолетнего обитания, а также сокращения кормовой базы и неконтролируемой браконьерской охоты. А в отдельных индийских штатах мясо этого редкого животного употребляется в пищу. Все это привело к тому, что ржавая котейка занесена в Международную Красную книгу. Это удивительное сочетание хрупкости и силы, скрытости и дерзости. Этот маленький хищник напоминает нам, что дикая природа полна чудес, которые можно не заметить, если не смотреть внимательнее. Учитывая ее редкость и уязвимость, важность сохранения этого вида становится особенно очевидной. Каждая такая крошечная кошка – это не просто часть экосистемы, а живое доказательство того, как много еще неизведанного скрывается в мире природы. А как вы думаете, почему ржавая черноногая кошка такие маленькие? В 2 раза меньше наших обычных домашних барсиков и мурок. Чем это обусловлено? Как думаете? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!